На протяжении многих сотен лет люди становятся свидетелями загадочного и необъяснимого события. Зачастую в момент смерти их родных и близких останавливаются часы. Это могут быть наручные часы самого усопшего, настенные часы, висящие в доме, как ушедшего человека, так и его родных, автомобильные часы, будильники и любые другие виды часов. Ученые долгое время пытались объяснить этот феномен, но так и не смогли найти точной причины. Выдвигались версии, что это простое совпадение, что у часов кончается завод, когда их перестает подзаводить усопший, что они ломаются в результате падения и удара, и прочие материалистические теории, не имеющие ничего общего с реальностью. Со временем стало ясно, что подзавод здесь совершенно ни при чем, ведь в момент смерти человека останавливаются или ломаются не только механические, но и электронные часы на батарейках. Ни при чем здесь и падение с ударом во время смерти, так как далеко не всегда останавливаются только наручные часы усопшего. В литературе, посвященной смерти, и науке, которая ее изучает, тонатологии, можно найти множество свидетельств и историй, посвященных остановившимся часам. Известны случаи, когда останавливались сразу все часы в доме умершего, и так больше никогда и не пошли. В день ухода моего самого родного, близкого и любимого человека, Даньки, в потусторонний мир, в моей квартире остановились электронные часы, которые он выбирал и покупал. Как потом выяснилось, они показывали точное время, когда остановилось его сердце. Батарейка в этих часах была свежая и могла легко проработать еще пару лет. Феномен останавливающихся в момент смерти часов легко может проверить любой. Для этого достаточно просто начать расспрашивать своих родных, друзей и знакомых, не случалось ли у них чего-то подобного. Практически сразу же выяснится, что случаи остановки часов в момент смерти близких – очень распространенное явление, так как каждый второй или третий человек будет отвечать, что в его семье подобные случаи действительно происходили. Моя хорошая подруга Маша рассказала мне следующую историю с часами. Это было в 2013 году. Тогда моего дедушку положили в больницу, у него всегда были проблемы с сердцем. В принципе, ничего экстремально срочного. Плановая операция, которой должен был предшествовать двухнедельный подготовительный период нахождения его в больнице. Так вот, неделю мы всей семьей к нему ездили каждый день, гуляли, пытались отвлечь от больничных будней, привозили заказываемые им вкусности. Он себя чувствовал хорошо, был весел, как всегда, много шутил. Казалось даже, что больше он поддерживает и успокаивает нас, чем мы его. Врачи тоже говорили, что все идет по плану, и уверяли нас, что контролируют ситуацию. Но поздним вечером того же дня, когда мы спокойные, что все идет нормально, вернулись домой, раздался звонок из больницы, и лечащий врач ледяным голосом сообщил, что дедушку прямо сейчас готовят к операции, и нужно приехать и подписать какие-то документы. В итоге поехали в больницу мы с сестрой, так как были на даче, а это территориально ближе всех к больнице. Дорогу в больницу я не помню, все как в тумане. Когда мы наконец добрались, операция уже шла, и нас попросили подождать. Оказаться в больничном коридоре в ночное время – испытание не для слабонервных. Поскольку было уже поздно, освещение было не везде, что придавало этому длинному узкому помещению с множеством закрытых дверей еще большей таинственности и даже зловещности. Но больше всего меня поразила абсолютная тишина, заполняющая все пространство, и невероятно громко тикающие где-то настенные часы, словно кремлевские куранты, каждый стук которых отдавался болезненным звоном в моих ушах. Ждали мы долго, часа 4, не меньше. С сестрой почти не разговаривали, сидели молча и думали только о том, чтобы все прошло удачно. И вот в какой-то момент тиканье часов прекратилось. Это невозможно было не заметить, потому что этот звук, который я никогда не забуду, был для меня очень раздражающим, и избавление от его гнета заставило нас с сестрой переглянуться. Мы одновременно сказали друг другу одну и ту же фразу. «Ты слышишь? Часы перестали тикать». Это было невероятно и в то же время страшно. Теперь коридор погрузился в полную тишину. Но прошло буквально не более 5-10 минут, и тиканье возобновилось с той же силой. Мы с сестрой повторно переглянулись от неожиданности. Прошло еще около часа,
и мы услышали приближающиеся к нам чьи-то шаги. Это был наш доктор. Он нас успокоил, сказал, что все прошло успешно, но не без нюансов. И когда он нам сообщил, что где-то час назад у дедушки была остановка сердца, но его, к счастью, удалось достаточно быстро запустить, мы с сестрой просто потеряли дар речи. Время прекращения хода часов и остановка сердца, так же, как и обратный процесс, полностью совпали. Дома, конечно, мы решили ничего не рассказывать, чтобы не наткнуться на стену непонимания и язвительные усмешки родственников-материалистов. Если не брать во внимание несостоятельные материалистические теории, объяснить этот феномен очень просто. В момент смерти физического тела из него выделяется комплект тел духовных – астральное, эфирное, энергетическое тело и так далее. Эти тонкие тела несут в себе заряд неизвестной пока человечеству энергии, которая, тем не менее, влияет на людей и предметы физического мира. В момент перехода в тонкий мир довольно важного, загадочного и, по-видимому, сложного в нашем понимании процесса происходят выбросы этой энергии в пространство физического мира, что оказывает влияние на часы и приводит к их поломке. Профессор Константин Коротков, заместитель директора НИИ Санкт-Петербургского государственного университета и доктор технических наук, долгое время занимался измерением колебаний энергии умерших людей при помощи разработанных им же инновационных методов. Он обнаружил, что при умирании человеческое тело испускает в пространство энергию. Более того, колебания и всплески такой энергетической активности зависят от причины, от которой наступила смерть. Таким образом, профессор Коротков не только представил еще одно доказательство факта жизни после жизни, но и определил, что так называемая смерть – это не мгновенный, а постепенный процесс перехода энергоинформационной структуры человека, длящийся на протяжении от 16 до 55 часов. Это может объяснить и древние обычаи не хоронить и не кремировать усопших до истечения 3 дней. Наши предки знали гораздо больше о смерти и духовной жизни и понимали, что физическое тело нужно утилизировать только тогда, когда душа или духовная энергия покинула его полностью. Утратив физическое тело, человек открывает для себя множество ранее недоступных психических способностей: телепатию, ясновидение и яснослышание, возможность передвигаться с силой мысли и в том числе энергетически влиять на окружающую обстановку. В книгах исследователей околосмертных переживаний, таких как, например, «После» Брюса Грейсона и «Доказательства жизни после смерти» Джеффри Лонга, многократно описаны случаи, когда люди, находившиеся в состоянии клинической смерти, просто подумав о своих родных, к своему же удивлению моментально оказывались рядом с ними, порой за многие сотни километров от мест, где в тот момент находились их тела. Первой мыслью многих людей, осуществляющих переход в загробный мир, логично становится желание навестить своих еще живых родственников. Поэтому часы останавливаются в жилищах людей даже тогда, когда их близкие умирают совсем в других местах. Душа только что отшедшего человека думает о них. Вследствие этого и в силу действия естественных для духовного тела законов мгновенно оказывается рядом с ними и своей энергией влияет на часы. Кроме этого, из обобщенной спиритической коммуникации, описания околосмертных переживаний и внетелесных опытов нам известно, что в потустороннем мире время вырождается. Его там нет в привычном понимании этого слова. Прошлое, настоящее и будущее как бы сливаются в одном моменте – сейчас. Когда развиваются события смерти человека, миры соприкасаются. Это каким-то образом может влиять на инструменты, при помощи которых мы измеряем время здесь, на Земле, и они дают сбой. Следствием этих причин и становится остановка часов в момент так называемой смерти наших родных и близких. Феномен остановки часов настолько распространен по всему миру, не зависит ни от каких различий между людьми, которые только можно представить, фиксируется и подтверждается на протяжении столетий, что невозможно отрицать очевидный факт.
Он является еще одним доказательством того, что жизнь продолжается за смертью физического тела. Наши родные и близкие переживают свои тела из плоти и крови и отправляются дальше, в небесные сферы бытия, а нас ждут удивительные приключения и новые захватывающие открытия, когда придет наш час совершать переход. Для каждого живущего великим Творцом Вселенной предусмотрен свой хэппи-энд. Согласитесь, такая благодать просто знать это.